Всем привет! Сегодня Анфисия будет смотреть кино про самую себя, а лебеди, голубь и голубка решат построить гнездо рядом с нами, а коты будут заниматься своими обычными делами. Итак, давайте. Австрия, Каринтия, озеро Осяхер, весна. А весна 2021 год. А мы с Ириной сидели в кабинете, смотрели кино про дымчатого кота, как оно на телевизоре выглядит. И Анфиса вдруг тоже присоединилась. Она заметила на экране кота. Вот это да. Да, вот так, Анфисочка. Ты представляешь? Они сводят меня с ума, да? Они пытаются меня свести с ума. Анфиса. Она его узнала. Да, она пытается заглянуть за телевизор, посмотреть, куда именно ходит тот кот. Да, она видит, что кот ходит по экрану. Что же такое? Наши за ним пристально наблюдают. Ну, это обычное дело. Кот Вилли у нас тоже любитель посмотреть телевизор, фильмы про котов. И тоже изначально пытался заглянуть за экран, что же там происходит. Да, там рыжий, кстати, переезжал. Резко увеличивается. Тогда вот. Ну, рыжий кот, Фисочка, вот ты сидишь, вот смотрите, это Анфиса. Она не Фиса. Анфисия. Анфисия, смотри, это тебя показывают. Анфисуля, куда? А заодно Анфиса заинтересовалась, раз уж туда залезла, что там лежит на полках. Анфисия, ты куда собралась-то? Здорово, как красиво все Вот выглядит. доски вот обещали завтра уже доставить. Как прям Электросвет. игрушечное все. Так, а сейчас кресло поедет, повернется. Много солнца, мало ветра. Вообще фильм про дымчатого кота получился очень увлекательный. Особенно съемки дроном. Мне удалось дроном заснять очень близкие планы дымчатого кота, его перемещения, передвижения. Если не смотрели этот фильм, посмотрите обязательно. Вообще. А что ими интересоваться? Ее котик интересует. Вот. Это на экране момент, когда голубь и голубка чем-то занимаются на тростнике. Про это придется упомянуть. Про это их новое занятие. Но они выглядят такими охраненными. Да, они просто охраненные, они жирные. Чисто. Так, лебедь подплыл, ты ему дал 3 горошка. Пообщались. Но это уже не будет какое-то кормление. Анфисию про лебедей не очень. Не-не-не, ее интересует. Она все выше, выше и выше. Более чем достаточно. На самом верху там статуя бога вина, вот, который гроздь занес над собой. И там мои всякие покерные медальки, дипломы. Вот, когда я случалось что-то выигрывал. Все. Великолепно устроилась. Теперь надо немножко попозировать. Да, очень удобно. Как раз тебе там самое место. Анфисия вообще часто у меня в кабинете. Она его уже вдоль и поперек изучила. Ну, в последнее время хотя бы перестала на стол ложиться, на рабочий. Вернулся и смотрит куда угодно. Только не туда, куда хотелось бы, чтобы он смотрел. Думаю, надо подписаться. А вот это у нас апрельская неожиданность. В апреле я как-то в одном из роликов говорил, что вот 21 марта снег, не припоминаю, чтобы такое когда-то было. А вот, пожалуйста, апрель. Это ближе к середине апреля. То есть один за другим налетали какие-то циклоны. При том, что днем уже хорошая плюсовая температура, а ночью опускалась до минус 3-4. А вот у нас в связи с этим большие сомнения насчет наших немногочисленных плодовых деревьев. Что там с ними будет? Чиню полочку. Да, я починил вот эту полку. Они на нее
Котик Вилли в основном гукался, и она немножко за зиму покосилась и поломалась. Вот мне пришлось ее починить. А голубь с голубкой, все, то есть у нас схлынули все лебеди, все вот эти птенцы бесконечные, бесчисленные, все какие-то визитеры. И голубь с голубкой вернулись на исходные позиции. Как оказалось, у них есть особый план на этот год, на этот сезон. Ну, этот план нас вверг в настоящий шок. Артюх, чё такой деловой-то? Мы были недавно в Филохе, в соседнем городе. Там есть целые большие такие плантации плодовых деревьев. Просто в городской черте вдоль дороги едешь, там плодовые деревья. И там мы увидели множество, под каждым деревом такие специальные дымовые лампы. Ну, видимо, ночью зажигали, дымом пытались уберечь деревья от заморозков ночных. Ночные заморозки были до -4. И как мы сейчас смотрим, вот сейчас уже все, заморозки прошли, уже как бы кто выжил, тот выжил. Вот эти плодовые деревья там, в основном там черешня, нектарины, они, в общем-то, там, где их дымом оберегали, они все выжили. Ну, то есть видно, что цветут хорошо. Но этот год, конечно, волнений вот этим садоводам доставил огромное количество. Было общим числом 5 таких заморозков ночных. Куда идешь? Короче, эта парочка ничего умнее не придумала, как поселиться у нас. Они стали строить гнездо. Я делаю ролик по этому поводу. Голубь с голубкой. С возвращением семейства. Вот. И они это гнездо успешно построили. Просто полег тростник. Вы знаете, кто смотрит, следит за фильмами на канале. В этом году мокрый снег и ветер совместились. Полег тростник. И вот смотрите. Вот. То есть они сделали сначала из вот этого тростника подушку хорошую, а потом сверху сейчас возводят гнездо. И гнездо у них получится просто, это будет настоящий вулкан. С жерлом вулкана, где они парочкой, они просто по ночам стали у нас спать. А это бобр, видите, ветку отгрыз, оттащил сюда. Активно работает бобр. Вот, я его пару раз смог заснять, как он тащит можжевельник. То есть он отгрызает ветки можжевельника по нескольку, набивает полный рот и потом куда-то его уносит. А вот эти ребята вовсю занимаются строительством. Причем работают то вместе, то поперемешку. Я сделаю большой-большой ролик подробно про вот эту стройку. На самом деле вот это возведение Вавилонской башни, очень впечатляет. Я лебедей, честно говоря, я их и так уважаю, стал уважать еще больше за трудолюбие. Они решили, что у нас на участке им ничего не угрожает. С котами у них есть некоторый консенсус. Они друг друга не любят, но они отдают друг другу должное, понимают, что им придется сосуществовать. К нам они относятся очень хорошо, я как-то показывал. И сейчас мне периодически приходится брать в руки палку и там выравнивать кормушку. То есть лебедь при этом от меня не шарахается. То есть вот человек с палкой в сантиметрах 10 от его головы, а лебедь не переживает. То есть это значит, что мы добились их доверия. Вот. За что теперь и должны поплатиться волнениями и переживаниями. Ладно, лебединое гнездо — это отдельная тема, там все гораздо сложнее, чем просто гнездо, но это будет в другом видео.
Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!